Салют, интеллигенция! Начну с того, что по сути война в Украине это первая война, которая происходит максимально открыто для мирового сообщества. Если предыдущие войны люди знали только то, что им говорило правительство и официальные средства массовой информации, то на этот раз у думающей аудитории есть возможность получать информацию из разных источников, сравнивать, анализировать и делать собственные выводы. Тем не менее, по какой-то причине большинство россиян получают информацию только через телевизор. Это не моя выдумка, а результаты социальных опросов. В Украине ситуация несколько иная. Здесь намного больше негосударственных независимых СМИ, да и в целом отсутствует цензура как таковая. Люди не боятся делиться чем-то в соцсетях и другими способами. Поэтому телевизор не особо популярен. Большинство людей получают информацию из интернета, в том числе на международных ресурсах. Я веду к тому, что официальные российские каналы продолжают заявлять, что все факты военных преступлений в Украине это фейки и постановки, а люди, которые смотрят эти телеканалы, в большинстве своем этому верят. Мало того, на видео соцопросов жители Российской Федерации говорят об убитых и изнасилованных в Буче и других украинских городах с улыбкой или даже смехом. Мне сложно это принять, но, видимо, голова людей настолько промыта пропагандой, что они сами не осознают, насколько кошмарно и мерзко это смотрится. Например, циничное высказывание, что трупы не настоящие, потому что лежат не так, как должны. Это говорит эксперт в виде российской пенсионерки, которая в жизни не видела ни войны, ни трупов, но знает, как они должны лежать. Что ж, давайте постараемся разобраться, как отличить фейк от правды. Дело в том, что когда речь заходит о человеческих жертвах, создать фейковую постановку далеко не просто. А если точнее, даже если ее создать, то очень скоро она развалится, не выдержав критики. Это отлично иллюстрирует некоторые факты. Первое, на что указывают сторонники фейков, это то, что украинская сторона обнародовает фото и видеоматериалы подозрительно долго. Например, по словам чиновников, войска Российской Федерации отступили такого-то числа, а фото жертв появились только через несколько дней. Что ж, хотя я не считаю себя военным экспертом, но могу логически предположить, что освобождение города процесс длительный. Ну, по крайней мере, несколько дней понадобится только на то, чтобы разминировать дороги, полностью изучить город, провести зачистку от возможно оставшихся снайперов и диверсантов. Снова же, если городок достаточно большой, как та же Буча, эта процедура займет много времени. А представьте, сколько может уйти дней на осмотр всех подвалов в сотнях домов. А ведь именно там находят многих жертв. Поэтому то, что журналистов пустили на место через несколько дней после ухода русских, это никак не аргумент в пользу фейков. Факт второй. Украина сама пригласила международные комиссии и следователей для расследования военных преступлений. Если бы это были постановки без реально убитых людей, в чем смысл такого шага? Несколько нелогично, не так ли? Аргумент третий. Идентификация жертв. Некоторые россияне считают, что трупы были, но их завезли из других мест. Возникает вопрос, где можно взять несколько сотен трупов и привезти их в ту же Бучу и Бородянку. Но самое главное, что это даст? Это же очевидно, что у каждого убитого есть родственники, друзья и знакомые, которые могут подтвердить, где он жил или находился. Представьте гипотетически, что в убитом под Киевом человеке узнают, например, мариупольца. То есть человека, который там не должен был находиться. Такую информацию невозможно будет скрыть, сразу же возникнут несостыковки и широкий общественный резонанс. Поэтому верить в подобную теорию просто глупо. Ну и четвертое. Если вас не убедили мои доводы, вот еще один из красноречивых фактов. Благодаря взлому белорусской службы доставки были получены достоверные видео и документы, которые подтверждают, что русские солдаты, отступившие от Киева, слали своим родственникам посылки с сотнями килограммов награбленной техники, одежды и многого другого. В подбитых русских военных машинах обнаруживали холодильники, телевизоры, стиральные машины, ковры и что угодно еще. А у убитых и пленных постоянно находят украденные драгоценности, телефоны, документы и деньги. Отрицать факты мародерства солдатами российской армии невозможно, да и на родине скрыть этого не получится. Неужели соседи и родственники не узнают о посылках из Украины? Так почему же некоторые люди продолжают с улыбкой рассказывать про фейки? Вполне возможно, потому что в душе они злорадно хихикают. Так им и надо, убейте еще больше хохлов, насилуйте их женщины и мучайте детей. А я пока сделаю вид, что был не в курсе и останусь чистеньким. Нет, господа и дамы, не останетесь и не сможете смыть этого позора уже никогда.